Друзья, всем привет! С вами Дмитрий и мой канал Дмитрий Holland Vlog. И в этом видео я хотел бы с вами поделиться опытом или мнением или советом, как можно ламинат, самый обыкновенный ламинат, присобачить к потолку. Я долго собирался его сделать, это все никак не получалось. И вот решил, когда я уже сейчас закончил с декоративной штукатуркой, вот смотрите, вот так она выглядит. Все это вы можете посмотреть, как это я делал в предыдущей серии, если кому-то интересно будет. Вот. А в этой серии, как я уже сказал, хочу поделиться, как я это сделал. Как ламинаты буду делать на потолок. Я смотрел многих российских, там или украинские, или какие-то другие блогеры советуют. Но у нас в Голландии я не смог найти эти клипсы. Вот сейчас вы на экране увидите клипсы, как они выглядят. Я не мог это найти, серьезно. Пошел в магазин, спрашиваю, я хочу ламинат на потолок приделать, есть ли у вас такие вот, показываю, клипсы. Они вообще удивились на меня, подумали, что мне коронавирус в голову ударил. Говорит, ламинат на потолок? Совсем что ли с ума сошел? Вот, я говорю, да, ламинат на потолок, показываем видео, как русские делают, они офигели, просто серьезно. До этого я приходил в магазин, спрашивал, можно мне смесь для декоративной штукатурки? Тоже на меня работники так смотрели. Причем это не в одном магазине было, это в нескольких строительных. Я думал, может в одном там работают люди, которые совершенно далеки от этого. Я в нескольких магазинах, они говорят, не знаем, что такое, что за декоративная штукатурка. Вот, потом я, правда, нашел по интернету, но очень дорого стоит, поэтому я сделал, как сделал, все это в предыдущей серии. Вот, в этой же, говорю, поделюсь, как я сделаю ламинат на потолок. Выхлоп очень дешевый, серьезно, там, то есть стоимость ламината, шурупы и клей. Вот все, что вам нужно. А получается очень даже неплохо. И во второй части этого видео, если вы наберетесь терпения, я вам покажу. Смотрите, вот у меня такая лестница здесь. Видите? Так вот она так выглядит. Немножечко вот так мы сделаем. Я хочу вам показать, как я эту лестницу, то есть даже не я, а придет фирма и укатает ее в ламинат, потому что сам я не такой точный, скажем так, я не могу так точно работать, потому что здесь, видите, куча всяких, надо замерять все это точно. Вот, потому что у нас продаются эти пакеты, когда ты можешь лестницу, вот специально такой ламинат закатать. Вот, это я сейчас покрашу, торцы, а они сами закатают, то есть вот это будет в ламинате и вот здесь вот эта часть. Вот, специально такой ламинат. Ну, короче, наберитесь терпения, и вы увидите, как они это делают. Может быть, кому-то пригодится. Этот ламинат для лестницы, он специально именно для лестницы выпускается. Толщина у него от 10 мм, 10-12 мм. У него антислип поверхность, то есть, чтобы вы не скользили. И они дают гарантию на 15 лет. Стоимость этой... Короче, стоимость я вам скажу в конце видео. Когда вы досмотрите видео до конца, я вам расскажу про эту стоимость. Все, сейчас мы идем на низ. Ну почему я хочу именно в ламинат? До этого у меня здесь был ковролин. Ну, не знаю, ковролин, он тоже неплохо, он не такой шумный, не так гремит, стучит, не скрипит. Вот, единственное, что очень, он смотрится со временем, там у меня 7 лет он лежал, не очень красиво он смотрится, он вытирается, особенно вот в этих местах, где вы часто ходите, там появляются такие, продавливается он, и там белые такие пятна уже от шагов появляются, поэтому я решил поменять на ламинат. Вот, это лестница из сосны. Ну, видите, здесь вот уже подстертая сосна. Ну, сосна это мягкое дерево, скажем так. Вот, то есть, сейчас я закатаю в ламинат и посмотрим, что дальше будет. Прибил рейки, там 1 сантиметр, где-то вот такая толщина. Вот, и взял, просто прикручиваю рейки шурупами. Вот видите, сейчас я вам покажу. Сейчас я встану. Смотрите, вот так их прикручиваю шурупами. Вот, а сюда между, вот видите, где вот эта рейка, я туда клея вот такого. Ну, у нас есть в Голландии такие клей, не знаю, как у вас. Вот такие вот жидкие гвозди, или еще что-то. Он очень крепко клеит, его потом очень трудно отодрать. Вот, и проклеиваю еще, то есть, еще раз. Здесь вот я закрепляю, здесь она иногда чуть-чуть ломается, да это пофиг, она все равно не видно. Вот, то есть я закрепляю маленькими шурупчиками,
Вот он закрепился. Вот, видите, еще раз вот здесь видно. И затем проклеиваю его с внутренней стороны и тупо вставляю ламинатину эту. И защелкиваю. Да, еще, когда вы ламинат будете вставлять, вот в это место, где у вас шуруп, вот в другом ламинате, вот в таком вот, вам надо просто ямочку сделать, чтобы он туда хорошо кликал. Вот, если вы сейчас будете просто ламинат вставлять, у вас он не будет кликать. Поэтому надо сделать просто. Я взял ножом простым, вот таким вот ножом. Вот. И вот с этой стороны, вот с этой стороны, так, это вот здесь. Вот здесь, да, вот. Вот так просто, где этот шуруп, я просто вот так вычищаю, делаю расстояние небольшое. Вот, и все, он кликает, заходит хорошо, все крепится нормально, серьезно. Вот он на клее, он говорит, потом схватится клей, эти шурупы, потом вы его не отклеите. Как оно сейчас все получится, я это сниму дальше. Вот вы видите окончательный результат. Ну, в принципе, нормально получилось. Такие вот еще нюансы я вам сейчас скажу. Смотрите, последнее ламинатина, вон видите последнее, где вот эти перемычки стоят. Вот. Там я не смог шурупами закрутить, потому что у меня там не было досок прибито к бетону, к этой стене, к плафону. Вот. Поэтому я вот так вот взял, сделал такие вот перемычки, или как это правильно сказать, распорки. И все, подпер ламинат, посадил его на клей. И все, он сейчас приклеится. И поверьте, вы его отдерете только если с бетоном. Но он вообще сидит очень прочно, серьезно. Маленькие такие шурупы, ну вот, смотрите. Вот я его вот так вот трясу, вообще не шевелится, ничего. Сидит серьезно, очень плотно. То есть, берите маленькие шурупы, тупо вкручиваете. Сюда, например, вкручиваете шуруп. Следующий там делаете, на следующем ламинате делаете место под этот шуруп. И все, сажайте на клей и так дальше и тому подобное. Очень просто все. И я его за пару часов все сделал. Так, друзья, привет всем. Доброго утра. Я продолжаю снимать видео про лестницу, как буду его закатывать в ламинат. Даже не я буду закатывать, а вот эти люди. Сейчас, вот видите, я сейчас показываю, они тут подготавливаются, выносят все. Вот, и все свое оборудование, чтобы все это сделать. И смотрите дальше, все буду дальше вам снимать. Может быть, кстати, кому-то пригодится, серьезно. Я вот смотрел, в России много, там, или в Беларуси, или в Украине, или в других странах СНГ, много чего делают интересного, откуда можно подчеркнуть, какие-то идеи. А вот это ламинат закатывать, лестницу ламинатом закатывать, этого я еще ни разу не видел, серьезно. То есть я, наверное, буду первым первопроходцем, который для русскоязычного населения сделает вот такой вот обзор видео. Но они сначала ставят вот такой вот тент, и под ним будут работать. Ну, чтобы обозначить свою территорию, где они работают, чтобы люди не ходили здесь, старались, по крайней мере, не ходить. Второе, чтобы там солнце, у нас сейчас довольно-таки тепло, 20 градусов. Странно, для апреля очень тепло у нас. Вот. Я сейчас немножко поясню, что он делает. Он, так как тыльная сторона вот этого ламината, потом вы увидите, она намного будет выпирать. Он будет срезать вот эту, где он сейчас пометил, вот эту часть трапа, лестницы он будет срезать, чтобы она зашла туда поглубже, чтобы не выступала. Ну, потом вы все увидите, немножко непонятно, что это все. Я уже врубился, что он будет делать. Сейчас он размечает и потом возьмет машину и срежет эту штучку на толщину вот толщину этой тыльной части ламината. Так, друзья, ну смотрите, вот такой вот ламинат. Вот видите, 10 миллиметров он толщиной.
Вот так он сейчас выглядит. Но это только заготовки. Вот. Потому что его надо еще по размерам распилить. Видите, они разных размеров. Где-то трап, где-то лестница длиннее, где-то короче. Этот вон вообще, видите, какой длины. Вот он. Он такой вот немножко волнистый, скажем так, ребристый, чтобы вы не скользили. Действительно, вот если так рукой проведешь, рука не сильно так и скользит. А это, вот это черное, это как бы на торцевую часть. Видите, как они подровняли, вот видите, убрали. И вот на эту толщину, почему вот на эту толщину, поэтому она вот отсюда придет, видите. Для этого надо было убрать кусочек трапа лестницы этой. Вот они ее так распилили сейчас. Так, друзья, сейчас он вот с помощью вот таких вот бумажек цветных меряет саму лестницу, ну, части этой лестницы. Надо точно померить их. Он их вместе так вот делает вот таким вот способом. Видите? Садит их между собой, клеит и отдает ему, своему напарнику. И тот пилит вот эти уже ступеньки. Очень удобно. В фильмах, у нас в Голландии есть фильмы, там показано с помощью вот этого прибора, который вы сейчас видите на экране. Но он сказал, что мы пробовали, но там не так точно выходит, как вот с этой штукой, с этими цветными бумажками. Это обыкновенные бумажки, он хобби картон написано. Видите, он такой сейчас померит точно. И точно обрежет. Хорошая идея, кстати. Так что, друзья, у кого есть дома старая лестница, вы можете посмотреть мой фильм и вот таким вот способом переделать. Эта технология, он рассказал, пришла из Германии, ну, как и весь ламинат, в принципе, это все с Германии. Они придумали и уже лет 30 фигачат это. И он сказал, что многие, даже в новых домах, люди вот, ну, делают новый дом, у них такая же, в основном там делается вот такая вот дешевая лестница из сосны. И они сразу заказывают вот этот трап реновации, вот эту, вот с этим ламинатом закатывать. Потому что он как минимум 15 лет прослужит, а как максимум и 20. Я снимаю таймлапс, видите. Так, друзья, вот, ну вот первый вот так, видите, как получается красиво. То есть у них сейчас такой принцип. Один мерит, видите, папа мерит, это отец и сына. Вот он его сейчас мерит с помощью этих бумажек, а другой пилит по размеру. Вот сейчас как бы вам показать, просто здесь очень трудно вам показывать. Так, что сейчас они делают? Вставляют вот такие вот другие досточки. Я не знаю, как это по-русски называется. Видите? Сразу вот садят на клей. Аскейтон. Dat is die derde. Dat is de tweede. Voilà. Все. Вот так вот. Ну, 15 лет гарантии. Сейчас эту. Dan heb je hier niet als je Maar die grote of die kleine? Die kleine. 18 миллиметров, да? Так, друзья, ну смотрите, вот такой вот трап. Опять мне все-таки трап привык по-голландски говорить. Вот такая вот лестница получилась. Сейчас он занят тем, что кит делает. Коричневый цвет. Вот так вот получается. Плохо видно, извини. Вот. И сейчас он, ну или, вот видите, вот так вот